Вас будут бить на улице руками в голову, кулаками. Частый вопрос, какой вид спорта подходит, единоборство подходит для самообороны? И вы думали, блин, Стивен Сигал такой красивый. Блин, а я айкидо занимаюсь. Тэквондо? Елки-палки. Я был не готов. Досконально я ответил на вопрос, почему самооборона и бокс это, просто прям вот так должно быть. Вот так. SB пишет, Макс, я думал боксом, что ли, позаниматься. Если ударная техника вас интересует, конечно, бокс. Если что-то борцовское, борьба. Потому что все-таки борьба, она более полезна для здоровья, скажем так, особенно если это в партере. Бразильское джиу-джитсу, поэтому я и предлагаю. Нет ударов по голове, вы там меньше рискуете отбить себе мозг. Поэтому, а если ударной техникой, то, конечно, это бокс. Конечно же, это бокс. Объясняю, почему в 1095 раз. Почему бокс полезен именно для самообороны, именно как бы прикладная вещь. На улице всякие разные драки, всякие разные потасовки, всякие разные уличные бои. 99% ударов это удары руками. Согласны? Ну, может быть, не 99, окей, 90, 92, 93. Короче, в большинстве случаев бьют руками. И не ладонями, не локтями, а бьют кулаками. Ну вот, можно с этим спорить. Это может нравиться, это может не нравиться. Но по факту это так. Посмотрите, я не знаю, видео в Ютубе, поспрашивайте своих друзей, промотайте в голове, в памяти какие-то вы драки видели или сами участвовали. Ну вот, чем бьют? Кулаками бьют. Бьют кулаками. С этим согласны? Поехали дальше. Куда бьют кулаками? В голову бьют? В голову бьют, конечно. То же самое в большинстве случаев бьют вас вот сюда в лицо. В лицо бьют. А именно, в нос стараются сломать, в глаз, чтобы у вас вот такой фингал был. То есть, где-то в середину лица. Вот оно лицо, это ваша личность, это ваше лицо, оно представляет вашу личность. И, соответственно, в порыве, так сказать, такого аффекта, эмоций, агрессия, когда человек злится на другого человека, он хочет ему испортить его лицо, личность. Он хочет навредить, повредить, сломать, уничтожить и так далее. А все это вот здесь вот выражение вашего лица. Глаза, так сказать, зеркало души и все такое. Вот и все. И в этом смысле, что нам больше всего подходит из всех видов спорта? Частый вопрос, какой вид спорта подходит, единоборство подходит для самообороны? Ну вот, давайте думать сами, какой вид спорта? Тэквондо? Нет, конечно, потому что тэквондо бьют ногами. В большинстве, так сказать, там техника это удары ногами. А я вам только что перечислил, и со мной согласились наверняка, что на улице, или в бытовых драках, не обязательно на улице, дискотеки, какие-нибудь, да где угодно, хоть на кухне. Вот это будут удары кулаками в морду лица. Поэтому тэквондо не подходит. А подходит бокс. Все. Все, что говорят, что в боксе перчатки боксерские, поэтому типа это, не подходит, это не похоже на уличную драку. Это все, ребята, не слушайте их. Не слушайте их. Не надо их слушать. Балаболов. Боксерские перчатки позволяют вам регулярно, безопасно заниматься кулачным боем. Вот и все. Вот для этого перчатки. Само собой нужно понимать, что перчатки, да, они увеличивают, так сказать, площадь. Так знайте об этом и занимайтесь с учетом этого. Вот и все. Ответил на вопрос про бокс. По-моему, очень даже досконально я ответил на вопрос, почему самооборона и бокс это просто прям вот так должно быть. Вот так. Потому что иначе вы не научитесь защищаться от удара в голову. Вас будут бить на улице руками в голову, кулаками, а вы такие, блин, а я айкидо занимаюсь. Или там тэквондо. Елки-палки. Я был не готов. А чего вы не были готовы-то? Почему? Потому что у вас были какие-то свои представления диетические. И вы думали, блин, Стивен Сигал такой красивый. Такой классный. Но на улице вас об этом почему-то не спрашивают. Какой вам герой киношный очень интересен, мне очень нравится. Те, кто меня будут поддерживать,
становятся моими спонсорами. Спонсоры в первую очередь получают ответы на свои вопросы, на свои комментарии. У вас будут свои собственные фирменные значки и эмодзи. Ваши комментарии будут сразу выделяться отдельным цветом, и я их буду сразу видеть. Для спонсоров будут эксклюзивные видео, то есть видео по закрытой ссылке. Будут какие-то отдельные кадры, которые не вошли в основное видео. Они будут отдельно для спонсоров. Какие-то фотографии со съемок и прочий бэкстейдж. Будут закрытые чаты. Да, мы можем проводить закрытые вечеринки. Друзья, спонсоры мои дорогие, между нами говоря, закрытая вкладка, сообщество. Или, например, я запускаю прямой эфир, куда могут зайти только те подписчики, которые поддерживают канал. Уровни подписки будет несколько, поэтому вы можете выбрать 99 центов это минимум и 9 евро 99 центов для уже таких крутых спонсоров, которым будут доступны свои ништяки и бонусы.